Доброго времени суток, уважаемые! Я рад вас приветствовать на канале ДК-82. Недавно от своего друга и коллеги по ютубу я получил в подарок вот этот топорик, который за свой необычный профиль был назван Ворон. И вот сегодня я выбрался в лес для того, чтобы протестировать этот топор в походных условиях. А теперь тесты. Начнем с веток. Вот такая вот сухая дровина, это вяз, дерево крепкое, как все вы знаете, я думаю. Посмотрим, попробуем перерубить. Ну да, рубит он, конечно, так себе. Отскакивает от дерева. Ну и дерево, извините меня, тоже. Звонкое и сухое. В общем, перерубить можно. Но, наверное, я бы перепилил. Именно поэтому я не очень люблю топоры. Хотя, что говорить, в этом топорике всего ничего, маленький, легкий. Такой, как вспомогательный инструмент. Вот такие вот бревнышки, пожалуй, для него это просто издевательство. Но это мое мнение. Ну вот, с помощью вот этой пилы, о которой я уже как-то рассказывал, перепилил дерево. Видим, что оно не трухлявое. Давайте попробуем расколоть, если вдруг мне понадобились именно колотые дрова. Ну неплохо, что. С колкой у него проблем нет, несмотря даже на его небольшой вес. Даже этой массы хватает, чтобы... Ага. Здесь у нас сучок. Нужен удар посильнее. В общем, вот такая, знаете, линзовидная заточка. Очень выпуклая линза. За счет чего колет он нормально. Можно, конечно, попробовать перерубить другое полено из другого дерева, помягче. Но здесь, кроме клена и вяза, ничего нет. Поэтому зачем мне сейчас где-то искать березу? Или, например, какие-то хвойные. Если чаще всего я все-таки использую для костра именно те деревья, которые у нас произрастают. А это вяз и клен. Ну нормально, колет нормально. Давайте посмотрим, сможем ли мы с помощью этого, вернее, смогу ли я с помощью этого топора сделать огненное перо. Ну давайте посмотрим, строгает ли он вообще. Ну, скорее нет, чем да. Все-таки такая вот линзовидная заточка не позволит стружку какую-то заготовить. Она просто выскальзывает, и все. Выскальзывает. Лучину какую-то
Это да. А вот чтобы прям стружку не получится. Так. Думаю, будет видно. Погнали. Ну, думаю, достаточно. В принципе, топорик не так уж и плох. Для каких-то простых, скажем так, туристических нужд вполне себе годная вещь. Но и в любом случае я им очень доволен. Святослав, еще раз спасибо. Реально. Маленький, удобный. В своем сегменте, я считаю, отличный топор. Ну что ж, осталось, наверное, посмотреть, способен ли этот топор в случае отсутствия ножа заменить его в какой-то степени. Ну вот самое банальное. Можно, конечно, огурец кусать, помидор кусать, хлеб отламывать. Ну вот хочу я, к примеру, нарезать. Давайте посмотрим, получится, не получится. Нарезать или наколоть. Ну, знаете, даже как-то прикольно. Естественно, это не нож. Но салатик получится сделать. А что с помидоркой? Да и с помидоркой получается. Так. Переходим к хлебу. Да ну что, работает? Работает. Годно. Есть у меня еще вот такое сало. Жара, правда, у нас стоит несусветная. Поэтому сало, как видим, растаяло. Трясется, как холодец. Попробуем отрезать кусочек. Тонкие, конечно, не получится нашинковать. Но топор, он, как говорится, и в Африке топор. Им действительно нужно рубить. Поэтому и куски он режет такие, серьезные. Если уж хочешь, так скажем, приготовить настоящий мужской бутерброд, тогда воспользуйся топором. Вот как-то так, друзья мои. Топор для меня нечто такое, ну, плотницкий инструмент, какой-то деревенский. Для каких-то таких задач все-таки жестких, совсем не туристических, на мой взгляд. То есть, если мне нужно заготовить дрова, я их напилю небольшой пилой, к примеру, вот такой вот. Захотел вдруг разбатонить, ну даже вот таким вот небольшим ножичком я разбатоню эти дрова, хотя с другой стороны, зачем их батонить, и так сгорят. Можно применить самый простой способ. Даже если бревна поленья слишком большие, их можно просто подсовывать в костер по мере прогорания, скажем так. Но даже такому топору найдется, думаю, применение. Ну, я лично думаю так. Он у меня поселится в багажнике автомобиля и будет меня сопровождать где-то в пути, в дороге,
где-то на каких-то выездах с семьей, туристических кемпингах, скажем так. И где-то действительно будет он применяться именно как инструмент для колки дров. На сегодня это все. Надеюсь, вам было интересно. Ходите в походы, берегите природу. С вами был ДК. Всем пока.